Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать о ноутбуке. Притом, перед тем, как рассказать о ноутбуке, я бы хотел вам напомнить несколько вещей, которые обязательно при покупке любого ноутбука, так как у меня 3 раза в жизни горели ноутбуки. Я считаю, что самое главное при выборе — это знать о том, что гарантия существует и гарантия отрабатывает. Почему? Потому что ноутбуки, к сожалению, горят. Притом горят они чаще, чем стационарные компьютеры. Во всяком случае, по моему жизненному опыту, у вас он может быть другой. Второй момент: не особо можно заморачиваться по поводу брендов. Да, когда мы покупаем смартфоны, из операционных систем в первую очередь Harmony OS, будь то яблочная оболочка BBK какая-нибудь, кислород или еще что-то подобное. У ноутбука все намного проще. Да, там может быть игровое ПО от производителя, но чаще всего там просто будет стоять Windows. Не будем говорить о яблочных ноутбуках. Понятно, что macOS это другая история. Так вот, второй момент мы запомнили. Особо заморачиваться на бренды не стоит. Почему? Потому что дешевые бренды, дешевые ноутбуки. Главное, чтобы первое, как мы помним, была гарантия. И самый главный третий момент: вы просто обязаны при выборе ноутбука пойти в любой соседний магазин, посмотреть на то, нравится ли вам экран, потому что вам с ним контактировать, какой ход клавиш у ноутбука и нравится ли вам тачпад. Благо ноутбуков море, брендов море, вы всегда можете выбрать что-то на скидке, но это должно вас устраивать, потому что если вы телефоны, многие меняют раз в полгода, ноутбук раз в полгода вы менять не будете. Это как телевизор покупать, реально на 2-3 года по уму минимум. Особенно если это как печатная машинка, а не игровой монстр. Четвертый момент, и тоже немаловажный, для меня он очень важный, это вы должны обращать внимание на количество портов. Покупать переходники — это та еще дичь, я вам скажу. То есть у меня все ноутбуки обладают просто бешеным количеством портов, потому что в одну ты запихаешь мышку, в две флешки, какой-нибудь порт под интернет, потому что ты не хочешь пользоваться Wi-Fi. И все это должно отвечать вашим потребностям. Подумайте, насколько по максимуму вам понадобится количество дырочек в этом устройстве, и дальше прикидывайте. И в тот же момент не забудьте, что все ноутбуки, которые заряжаются не через Type-C-шный вход, это все-таки уже атовизм. Либо это какое-то супер игровое устройство, но если вы выбираете себе печатную машинку, а не игрового монстра за $1000 и больше, там должен быть Type-C-шник. Это удобно, это перспективно, и это просто. И вы будете от этого долго и упорно радоваться. В принципе, мини-ликбез я вам провел. Надеюсь, что это было полезно. На канале будет еще много ноутбуков. У всех у них есть недостатки, идеальных устройств не бывает. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в интересно оформленной коробке. Несмотря на то, что упаковки в минималистичном стиле пользуются большой популярностью, к примеру, как у Apple, упаковка Tecno выглядит, как по мне, круто. На ней мы видим название производителя, название модели и краткие характеристики. Пакинг хороший, но, как по мне, ноутбук можно было бы упаковать с двух сторон защитный материал. В комплекте мы имеем сам ноутбук, блок питания на 65 Вт, длинный кабель для зарядки с Type-C на Type-C и руководство пользователя. Ноутбук упакован в защитную пленку. Габариты устройства 220 на 310 на 20 мм, а вес подобного устройства отличный — 1 кг 427 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. И тем, кто подпишется и посмотрит данный ролик, двойное спасибо. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку Tecno. Полетели. Дизайн MegaBook T1, которых много маркировок и даже разных диагоналей, мне нравится. Интересно выглядят полоски и надпись MegaBook на крышке. Также есть зеркальная надпись Tecno с тиснением, и на прорезиненные вставки на дне ноутбука расположили надпись Stop at Nothing. Подобное мы уже встречали у ноутбука от Realme. Корпус выполнен из алюминия, он не маркий. Открыть одной рукой ноутбук можно, что очень даже удобно. Крышка может открываться на 180 градусов, что, учитывая габариты ноутбука, тоже является большим плюсом. Сборка качественная, ничего не скрипит, не люфтит, не отваливается. Качество материалов хорошее. На корпусе расположили отверстие для сброса, разъем под TF-SD карты памяти, 2 USB-A разъема версии 3.2 Gen 1, один USB-A разъем 3.2 Gen 2, аудиоразъем на 3,5 мм, индикатор питания, защита от кражи, Kent
Kensington Lock, HDMI версия 1.4, что не очень хорошо, но ладно. Разъем USB Type-C для зарядки и Type-C 3.2 Gen 1. Хватает портов, правда? Поддержка USB Power Delivery и DisplayPort в наличии. В целом разъемов более чем достаточно, но вот порта под интернет нет, что странно. Из полезного в кнопке питания имеется встроенный сканер отпечатков пальцев, работает он корректно и довольно быстро. Клавиатура без цифрового блока и ко всему с урезанными клавишами управления курсором, стрелочки. Клавиши имеют 4 режима подсветки, ход клавиш хороший, звук постукивания стандартный и мягкий. Печатать довольно удобно, и тачпад, который расположили по центру под руками, не мешается. Сам тачпад небольшой, но для подобного ноутбука его размеров достаточно, 127 на 78 мм. Тачпад имеет поддержку управления 3 пальцами, покрытие хорошее и палец скользит по тачпаду без проблем. Далее, данная модель имеет встроенную 2-мегапиксельную камеру с HD качеством и механической шторкой приватности, что, конечно, многих порадует. По звуку также все неплохо, так как установлены 2 стереодинамика на нижней части ноутбука, но, конечно, хотелось бы, чтобы динамики расположили по бокам клавиатуры. Но, несмотря на расположение, качество звука хорошее, громкости достаточно. Ко всему есть поддержка технологии DTS для объемного звучания, встроенные микрофоны с технологией умного шумоподавления Tecno VOC работают хорошо. Проблем во время видеозвонков я не обнаружил. Это, конечно, не студийная запись, но тоже неплохо. Летим дальше. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 14,1 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Скромненькая, правда? Частота обновления экрана тоже скромная, 60 Гц. Вообще не игровая, хотя и ноутбук в принципе не игровой. Цветовой охват 100% sRGB, соотношение сторон 16 к 10. Экран имеет матовое покрытие, боковые рамки небольшие, 6,8 мм. В целом, как верхняя рамка в 9 мм, но при этом стремиться есть к чему. Подсветка равномерная, максимальная яркость 350 нит. Яркости хватает для домашнего использования, но вот на улице или в помещении, куда попадает много солнечного света, яркости может не хватать. Плюс за то, что есть датчик внешней освещенности и функция автоматической регулировки яркости работает хорошо. Плотность пикселей 156 ppi. Что касается цветопередачи, она хорошая. Для легкой работы с фото или чем-то подобным данный дисплей использовать можно. Да и железо в целом позволяет, но я лично предпочитаю хорошо откалиброванный монитор или MacBook со своим глянцевым экраном, так как он передает цвета куда корректнее. Опять же, там чуть-чуть другие ценники, что у мониторов, что у макбуков, и обычно мои мониторы стоят дороже, чем этот ноутбук. Перейдем же к железу. Процессор установлен Intel Core i5-1155G7 с 4 ядрами и 8 потоками, с тактовой частотой на 3,5 ГГц и максимальной частотой в 4,5 ГГц. Видеокарта на борту Intel Iris Xe Graphics, оперативная память интегрированная LPDDR4 на 16 ГБ и накопитель для внутренней памяти стандарта PCI EM2 4C объемом в 512 ГБ. ОЗУ докинуть возможностей нет, а вот накопитель можно заменить. Открыть корпус без повреждений нужно еще постараться, но в целом возможно. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии и Bluetooth, операционная система в стоке Windows 11 и летим дальше. Емкость аккумулятора здесь 6060 мАч, 75 Вт-час. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания у меня занял 1 час 45 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости и с 50% громкости динамиков уходит в среднем 7% заряда, что очень даже неплохо. Что касается игр, на экране вы можете наблюдать, как ноутбук ведет себя в таких играх, как CSGO, War Thunder. Также я хотел прогнать его в PUBG Battleground, но он не запускается на нем. А вот Apex запускается. Но на этом все. Играть вообще невозможно в Apex. CSGO на низких настройках графики за час он разряжает ноутбук на 36%. Играть вовсе некомфортно, что неудивительно, так как постоянно пролетают подлагивания. Но, к примеру, War Thunder за час уходит всего 27% заряда, и там более-менее. Нагрев ядер достигает 70 градусов, сам корпус нагревается заметно, но потом при выключении игры быстро охлаждается. 65 FPS это среднее значение, что выдает ноутбук на протяжении часа игры в War Thunder, но при этом частота кадров периодически падала до 50 FPS. Да, это не игровой ноутбук, некоторые игры вовсе не запускаются, но в легкие игры поиграть часик-другой можно. Кто там StarCraft помнит и Warcraft? Welcome. Я рекомендую использовать ноутбук только на подставке или столе, так как во время нагрузки, если положить на кровать, система охлаждения не будет работать исправно, он просто перегреется. Про тесты. В Geekbench 6 OpenCL Score 10462, Vulkan Score 9193, Single Core 1428, в мультикоре 3934, в Crystal Disk марке чтение 3190 мегабайт в секунду и запись 1052 мегабайта в секунду. Cinebench R23 выдал в многоядерном тесте 3707 PTS, а в одноядерном 1210 PTS. 3D Mark тест
Time Spice Score выдал 1456, а в Graphics Score 1315 и в CPU Score 3723. Минусы: нет возможности полноценно апгрейдить ноутбук. Это плохо, ультра плохо. Нехорошо так делать. Мало яркости экрану, динамики на дне корпуса, как и отверстия для теплоотведения, могли бы как-то распределить. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного, и всем огромное спасибо за просмотр. Резюмируя, ноутбук Tecno MegaBook T1 на процессоре i5 с 14-дюймовым экраном, как по мне, неплохой ноутбук за свою стоимость. Но я бы советовал все-таки рассматривать ноутбуки всегда и везде, неважно каких брендов, у которых есть возможность апгрейда. Такие, кстати, у меня уже были на обзорах, да и у Tecno вроде бы такие тоже есть, но не эта модель. Да и в целом в данной ценовой категории для обычной офисной работы ноутбуков достаточно на выбор. Море брендов, цветов, размеров, и советовать бежать я его точно не буду. Можете пойти посмотреть, если есть они в ритейле, по-моему, есть в магазине, поклацать, поползать в винде, проверить тачпад и посмотреть, есть ли где-нибудь скидки. Еще раз огромное спасибо за просмотр. От меня девайсу скромное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.